Всем здравствуйте! Кто смотрел мое предыдущее видео про болото Ельни, знает, что у нас был еще и второй день нашего путешествия. Возвращаться в Минск из Ельни мы решили через Браслав, чтобы посмотреть край озер и немного показать его вам. Будет много красивых видов, немножко истории и полезной информации, что, где, почем и как лучше. Но не будем затягивать, мы начинаем. На Витебщине я никогда не была раньше, и знаете, мне безумно понравилось. Я сама, кто не знает, из города Гродно, что на западе Беларуси, и Витебский край от нас на расстоянии более 400 километров. Не на Луне, конечно же, скажете вы, но и не так, чтобы сел в машину и махнул, поэтому и не доводилось бывать, и, как оказалось, зря. По дороге встречалось много красивых храмов, как православных, так и католических. Рядом с Браславом находится граница с Литвой, отсюда их католические храмы. Кстати, если поедете сюда, возьмите обязательно с собой паспорт, так как это приграничье и здесь на дорогах встречается пограничный контроль. Браслав – курортный город на северо-западе Беларуси с населением около 10 тысяч человек. Летом здесь проводят фестиваль «Вива Браслав». Это один из крупнейших музыкальных фестивалей в Беларуси, на который приезжает около 30 тысяч человек. И можно себе представить, что же творится в городе. Но место проведения фестиваля я вам тоже покажу. Браслав – единственный белорусский город, буквально окруженный озерами со всех сторон. Сначала мы заехали в сам Браслав, чтобы посмотреть на Замковую гору. Рядом с ней находится костел Рождества Девы Марии, построенный в 1824 году из бутового камня. И рядом с ним другая достопримечательность – ковчег. Смотрится, как нарисованный из мультиков аниме, во всяком случае, мне так показалось сначала. Это декоративный объект, но и в ковчег, построенный для проведения мероприятий, чтобы вместить всех желающих на праздники. Каждый год на этом месте проходит большой католический праздник – Коронование Божией Матери. Сам в длину он более 30 метров, и виды оттуда открываются великолепные, так как он находится на возвышенности, на горе. Можно увидеть и великолепные озера с островами, именно присущие Браславщине, и посмотреть на город. Дзе па зямлі твае не бачны ўжо сляды, дзе птушка белая ўдалі, дзе птушка белая ўдалі кружляе каля той воды. А сам костел, стоящий рядом, был построен в 1824 году и перестроен в неороманском стиле в 1897. В годы Второй мировой войны во время оккупации Браслава настоятель костела Мечислав Акгрейц был расстрелян нацистами за оказание помощи евреям. И в 1950 году храм закрыли и отдали под зернохранилище. Однако уже через 2 года верующие добились возвращения костела приходу. В 2024 году храм получил почетный статус малой базилики. Центральное место в алтаре костела занимает икона Матери Божией Браславской, почитаемая верующими чудотворной. Икона также известна под названием «Царица озер», поскольку считается покровительницей Браславских озер и всего края. А орган в костеле был создан в начале 20 века и по сей день звучит на торжественных богослужениях. А прямо напротив, также у подножья Замковой горы, стоит Успенская церковь.
И вместе с соседним костелом они формируют неповторимый силуэт Браслова. Два шпиля, которые видны почти отовсюду в городе. По преданию, подземный ход соединял в прошлом церковь, костел и замковую гору, хотя это скорее красивая легенда, чем подтвержденный факт. А сейчас мы поднимемся на замковую гору, и я покажу вам эти великолепные виды, потому что замковая гора – это сердце Браслова и точка, с которой все начинается. С высоты открывается захватывающий вид сразу на несколько озер. Древяты, Навяты, Бережье. И понимаешь, почему этот городок называют белорусской Швейцарией. Ведь город существует с X века и впервые упоминается в летописях около 1065 года. Во времена Полоцкого княжества здесь стояла деревянная крепость, позже превратившаяся в форпост Великого княжества Литовского. И на вершине горы похоронен доктор Станислав Нарбут, человек, которым Браслав гордится до сих пор. Он всю жизнь лечил местных жителей и погиб, провалившись под лед по дороге к пациенту. Сегодня на горе установлен гранитный валун с бронзовой табличкой об основании города, амфитеатр, скульптуры и лавочки-качели с видами на озера. Ежегодно здесь проводится фестиваль средневековой культуры «Меч Брачеслава». И ежегодно, обычно в конце мая, на мероприятия с удовольствием съезжаются реконструкторы из разных уголков страны, а порой и из других стран, чтобы представить свою программу и принять участие в турнире и массовых сражениях, а также мастер-классах по ремеслам, спектакли в этническом стиле, фейерверки и огненное шоу, площадки для детей, выступления разного рода фолк- и рок-групп, торговые ряды и аттракционы. Загуглите, кто не слышал о таком фестивале. Очень интересно. А мы едем дальше на гору Маяк. Но, как я и говорила, это не то чтобы прямо подробный маршрут. Где-то по дороге мы будем проезжать местные достопримечательности и обязательно останавливаться около интересных локаций. Возможно, кто-то проложит такой же маршрут и отведет на него гораздо больше времени. Тут уж, как говорится, каждый решает самостоятельно. По дороге, недалеко от Замковой горы, остановитесь обязательно около Свято-Пантелеймоновского женского монастыря. Любителям истории и необычной архитектуры он точно понравится. Расположен Свято-Пантелеймоновский монастырь в здании бывшей земской больницы, построенного еще в 1906 году. И история лечебницы была тесно связана с именем Станислава Нарбута, талантливого и самоотверженного врача. И за зданием закрепилось название «Нарбутовская лечебница». Значительное по размерам одноэтажное строение имеет П-образный план, выполненный из красного кирпича. И фасады очень красиво декорированы. По прямому назначению это здание использовалось до 1994 года, и в названии обители сохранена преемственность с историей зданий. Святой великомученик Пантелеймон, живший в III веке, славился как талантливый целитель и врач. Браслав поразил меня своим необычным рельефом, в том числе значительные перепады местности, много частной застройки, он какой-то уютный и показался мне очень южным. Все куда-то неспешно идут, гуляют, светит жаркое солнце. В общем, с погодой нам снова повезло. Помните, как я снимала первый день путешествия по Витебской области в Ельне? Был дождь, и это оказалось как раз то, что надо для посещения болот. А сегодня посмотреть красоту края озер у нас получится в такой солнечный день, когда облака и небо отражаются в водах озер и практически сливаются с ними. А вот здесь уже для того, чтобы подъехать на гору Маяк, вам необходимы документы, потому что приграничная зона, и просто так здесь кататься не получится. Погранконтроль проверяет наличие документов. Контроль пройден, и мы мимо живописных озер и густых лесов едем на гору Маяк. Эта достопримечательность находится примерно в 15 километрах к северу от города Браслава. Дорога идет в обход озера Струста с востока и севера. Рядом с вышкой оборудована бесплатная автостоянка, где есть информационные стенды и туалеты.
Национальный парк Браславские озера – это одна из природных достопримечательностей Беларуси, и любоваться ими лучше всего с высоты горы Маяк на берегу озера Снуды Браславского района. На гору ведет длинная лестница, так как гора Маяк имеет относительную высоту более 44 метров. И в 2021 году для туристов на горе открыли новую вышку и назвали так же, как гору – Маяк. И это обоснованно. Новая вышка действительно по форме напоминает маяк. Так что теперь наслаждаться видами бесподобных Браславских озер стало еще удобнее. И объект уже вовсю заслуженно пользуется туристическим вниманием. Высота новой башни 15 метров, примерно как четырехэтажный дом. В сумме с высотой самой горы получается почти 60 метров, а это, согласитесь, немало. Сама вышка построена из кирпича и снаружи обнесена винтовой лестницей металлической с поручнями. Все для вашей безопасности. И башня уже стала настоящим символом Браславщины. Вокруг, сколько хватает глаз, простираются прекрасные озера. У входа на вышку стоит касса, которая работает ежедневно с 9 до 21, и цена билета, цена входа 5 белорусских рублей. Можно рассчитываться картой, и по телефону оплата тоже проходит. Подниматься не то чтобы тяжело, но вы можете это делать в своем темпе. Обзор с вышки панорамный. Так что в какую сторону ни глянь, везде потрясающие виды. Особенно советуют подниматься на гору и башню на рассвете или закате, когда солнце стоит низко над горизонтом и везде стоит мягкий золотистый свет. А еще очень красиво в слегка облачную погоду, вот как сегодня. Тогда солнечные лучи прорезают облака и создается дивная игра света и тени. От густой росы сутешить ласковый олень. Я только там, где ты штодня глядишь удаль с надеєю. Ідея, хто є дитяня, ідея, хто є дитяня, ты лепишь цацку снежною. Теплоход у темры сумно прогудел, где разумея небосвод, где разумея небосвод, что без тебя осиротел. Я только там, где без няне вокруг тебе усё утоено. Ты ведаешь, что без тебя, ты ведаешь, что без тебя душа тугой напоена. У подножья новой башни стоит вот такая беседка. Это старая башня обзорная, которая была здесь до 2021 года. На нее можно было забираться и обозревать окрестности. А сегодня вот построили такую металлическую четырехэтажную башню, и, конечно, виды оттуда гораздо более интересные и красивые. У подножья горы Маяк начинается одноименная экологическая тропа. Ее протяженность 1,7 километра, и на тропе оборудовано 9 остановок с информационными стендами. Они знакомят туристов с особенностями здешней природы, озерами, рельефами, растениями, рыбами, животными, насекомыми и птицами. Так что если приедете целенаправленно и у вас будет достаточно свободного времени, очень рекомендую погулять, потому что кроме того, что здесь очень красиво, очень чистый свежий воздух за счет озер. И, конечно же, гулять здесь одно удовольствие. А здесь с обратной стороны сувенирной лавки есть как раз стенд со всеми основными достопримечательностями Браславщины.
Так что, кто знает, может быть, их я вам тоже покажу, а возможно, съездите сами. Но, во всяком случае, места интересные, судя по описанию. А мы едем дальше, и учтите, что на выезде из этой зоны вас также будет ждать пограничный контроль. Мы снова объедем в Браслав, чтобы посмотреть своими глазами, где проходит знаменитый фестиваль «Вива Браслав». А пока едем, я расскажу немного истории этого древнего города. Датой основания Браслава считается 1065 год, но первые поселения балтских и славянских племен появились здесь еще раньше. Город древнее, чем Гродно. В XI веке формировались первые укрепления, его границы требовалось защищать, и природная возвышенность высотой 14 метров отлично подошла для строительства укреплений. Из XIV века Браслав вошел в состав Великого княжества Литовского и находился во владении великого князя Гедемина. В 1500 году великий князь Александр дал этому городу магдебургское право, привилей на которое в 1514 году был подтвержден Сигизмундом I. В этом же документе впервые подтверждается наличие Браславского замка, существовавшего вплоть до конца XVIII века именно на Замковой горе. В XVII-XVIII веках Браслав сильно пострадал во время многочисленных военных действий и несколько раз был полностью разрушен. На известной карте Томаша Маковского, относящейся к началу XVII века, Браслав условно изображен как мощный многобашенный замок, построенный на вершине холма. Известно, что руины замковых построек еще существовали до конца XVIII века. В 1913 году здесь было всего 1500 жителей. Работали винокуренный завод, больница, сельское училище, а в ноябре 1917 в городе установилась советская власть. И в 1918 Браслав был занят уже кайзеровскими войсками, а в феврале 1922 он вошел в состав Польши, где находился до 1939 года. Видите, с чем-то история с Гродно перекликается. В 1939 уже вошел в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. И вот здесь мы подъезжаем к месту, где, собственно, проходит фестиваль «Вива Браслав». Здесь, на берегу вот этого озера. В 2015 году фестиваль переехал на центральный пляж города Браслава на берег озера Древятый, вот сюда. Как я уже говорила, это один из крупнейших музыкальных фестивалей в Беларуси, и проводится он во второй половине лета. И сюда приезжают до 30 тысяч гостей. Размещаются все в палатках и глэмпингах в палаточном городке рядом с пляжем. Вива Браслав – это не просто фестиваль, это место, куда приезжают, чтобы на 3 дня выпасть из обычной жизни. Музыка начинается днем, разгоняется к вечеру и не стихает далеко за полночь. А между выступлениями пляж, волейбол, вкусная еда и разговоры с новыми друзьями у костра. А глэмпинг и палаточный городок вот находится как раз вот здесь, где трава. Все огораживается, ставятся туалеты, и сюда приезжают уже участники и те, кто гости, кто хочет посмотреть на этот интересный фестиваль. Когда мы ехали на Минск, то меня на заправках Витебщины поразили наличие кованых арт-объектов. Посмотрите, какая красота! Здесь рыцарь сидит на угре, озера Браслава славятся своими угрями. Но почему у нас на Гродненщине и даже на Минской трассе по М6 нет такой красоты? Я гляджу во все боки, дивлюся, люди вам сябры, як же можна не прикметить, щастя ёсць на белым свеце, это ніякі пусты знак, сонце світить вишень так, і у усмешках, і у обдымках, і у словах. Шмат, шмат, шмат живого щастя, не за гроші, просто так. Не сумуй даремно, не сумуй, погляди, які фарби кругом. Хто сказав, що щастя не знайти, ти яму про все скажи і знов собі у усмішках, і у обдимках, і у словах. Шмат, шмат, шмат живого щастя, не за гроші, просто так.
У нас в Беларуси на заправках, это я рассказываю гостям из других стран, всегда очень чисто. Можно перекусить, стоят хорошие кофе-автоматы с большим выбором горячих и холодных напитков и везде аккуратные столики, так что приезжайте смело. А здесь мы уже остановились по дороге у костела в поселке Видзы. Дело в том, что этот костел относится к числу самых высоких культовых сооружений Беларуси. Его высота 59 метров. Храм построен из красного неоштукатуренного кирпича в 1909-1913 годах. И в начале 20 века католический приход в Видзах по численности верующих был самым большим в Ковенской губернии. После начала Первой мировой войны осенью 1915 года Видзы были заняты немецкими войсками, и в нескольких сотнях метров от костела проходила линия фронта, которая стабилизировалась тут почти на 3 года, и в результате обстрелов неоготический храм был очень сильно поврежден. При его ремонте в 1920-е годы в память о войне в стены вмуровали несколько снарядных головок. Костел закрыли в 1948 году и превратили в склад льна и в спортивный зал, а в 1989 храм был возвращен верующим, и уже начались реставрационные работы. Впереди красивый самолет, и мы решили так медленнее проехать, и нас так раз мотоциклист обогнал, кадр испортил. Ну что делать, второй раз не повторишь. А теперь под занавес мы заехали в Минскую Ратомку посмотреть дом с чертями. Пока зайти внутрь нельзя, это частная территория, ведется видеонаблюдение. В будущем владелец планирует сделать здесь музей, то есть будет касса и можно будет пройти посмотреть. Но такое неоднозначное, согласитесь, решение для дома. Сам он здесь не живет, как мне рассказали, просто сделает это как бизнес-проект, скажем так. Ну вот такая у нас прогулка получилась. Из Браслова, из Ельни мы ехали прямо в Минск, и вот по дороге я показала вам достопримечательности и то, что мне наиболее понравилось самой. И я уже здесь села в автобус и еду на Гродно. Так что если видео понравилось, какие-то вопросы у вас есть, обязательно пишите в комментариях, спрашивайте. Если я буду знать ответ или смогу чем-то помочь, я, конечно же, буду отвечать на комментарии. Ну и как всегда, всех обнимаю, всем пока.